Порой мне кажется, что я иногда превышаю порог моего скилла и пишу иногда такие вещи, что мне бы и не снились. Я даже сам себе порой завидую. И именно сегодня у нас будет дрил, о котором я просто, мне кажется, офигенно. Он звучит настолько хорошо, что словами это не описать. Короче, давайте будем краткие. Этот дрил можно закинуть любому артисту, и он будет умолять тебя продать этот бит. Ну и конечно же, у меня есть запись того, как я этот бит делал. Но не ставь сразу лайк, не подписывайся сразу на канал, оцени биточек, как мы его сделаем, как мы написали, оцени весь контент, и только потом, на середине ролика, в конце ролика поставь лайк и подпишись на канал. Или же поставь дизлайк и отпишись от этого канала. Все справедливо. А мы приступаем. Блин, жаль, что сразу не записывал, потому что я написал такой интересный риф на гитаре, что прям вообще мурашки. Давайте послушаем его. Теперь нам нужно эту красоточку обработать, как бы странно это ни звучало. Возьмем пока что эквалайзер. Сразу же подрежем низ, потому что он нам здесь не нужен. Оп, убрали чуть-чуть тела, извиняюсь. Так, вот сейчас уже лучше. Возьмем какой-нибудь пресетик крисtalлайзера. Отлично. Этот пресетик нам подходит. Подкрутим чуть-чуть микса. И все. Чё бы взять? О, проверочка. Обычные дефолт настройки, и мы с тобой подкрутим еще микс. Также нам надо еще будет расширить нашу гитарку, потому что в Ample Sound мне не понравилось, как звучит стерео, и я решил это сделать имейджером. Мы с тобой молодцы, мы с тобой сделали мелодическую часть, но теперь нам нужен грайм-бас для дрила. Я сначала делаю так, чтобы нам подобрать бас, который нам подойдет, я сначала беру какой-нибудь тестовый бас, да, который точно не будет в этом бите, подбираю его по тональности, все прописываю, дописываю, главное, чтобы по ноткам было все слышно, а потом я уже начинаю подбирать нормальный бас. И, кстати, ставь лайк, если ты делаешь точно так же, либо плюсик в комментариях. Важный момент, как я прописываю бас в тон. Чекай. Чё, пацаны, Эдисон, Ньютон? Или еще что-то? Правда? Короче, не получается у меня последовательность написания мелодии, потом баса, потом драмки, так что я буду делать для себя привычнее. Сначала мелодия, потом хотя бы рабочие барабаны, лучше драмка, а потом уже только бас. Именно это я сейчас и постараюсь сделать. Накинем еще какой-нибудь хай-хэтик. Вот этот интересно звучит. Давайте еще поищем. Вот этот. Поменяем наш изначальный клэп на вот такой вот снейр. Довольно прикольно звучит. Прописываем паттерн чейн-то как в трэпе. И теперь с чистой совестью мы можем с тобой прописать грайм-бас, только на быстрой скорости. Также на быстрой скорости мы с тобой пропишем дополнительный снейр. Для ощущения того, что бит закончен, я дополню еще воксами какими-то неизвестными, которые я накинул реверберацию, и они в принципе неплохо зазвучали. Но этого мало на самом деле, так что продолжаем. Чтобы бит у нас не повторялся, мы с тобой изменим еще пару паттернов баса. Какую-то небольшую вариацию, пару ноток убрать, пару ноток добавить, поменять местами, либо еще что-то сделать, но что-то сделать, потому что в дриле я посчитал где-то примерно 3 паттерна минимум должно быть, чтобы не было скучно, так сказать. После того, как мы с тобой закончили с 808, мы еще поищем какие-нибудь звуки. А этот смех неплохо подходит. Давайте его возьмем. Короче, думаю, что я с ним сделать, и надумал такую штуку, как сделать пич. Он не будет слышно особо, но в принципе какую-то атмосферу он добавит. Минимальную, конечно же, но все же что-то будет. Для этого мы с тобой делаем автоматизацию. Короче, делаем вот такие 2 точечки, и в принципе все. Копируем значение и вставляем сюда. И делаем вот такой вот бугорочек. Довольно прикольно. Также не забываем про стрейч, чтобы у нас дорожка с тобой не растягивалась. Для плавного перехода нам нужен какой-нибудь свип. Конечно же, мы его добавим, сейчас мы его с тобой подровняем, и все будет окей. Отлично. А вот тут на самом деле уже пошла проблемка, потому что мне уже приелся этот бит, и мне уже чего-то не хватает, уже надоедает, и давайте попробуем взять аркейд, какой-нибудь пресетик, сейчас мы попробуем его подкрутить, и что получится, конечно же, ты сейчас услышишь. Пресетик мы выбрали, сразу же выбираем с тобой корневую нотку, это право верхнего угла аркейда, чтобы у нас все с тобой подстроилось, и начинаем прописывать.
После прописания наших ноток мне довольно все очень понравилось, но не понравилось, как звучит сам аркейд, а именно реверберация. Я крутил, как-то, пытался все сделать, но не вышло. Я решил выключить реверб и поставить туда простую Вальхаллу. Также внимательно посмотри на аркейд. У него есть белые клавиши, и также у них есть кругляшочки по типу диезов либо бемолей. В простонародье черные клавиши, как в пиано-роле, помнишь? И они делают эффекты. Сейчас мы будем как раз попробовать подкручивать, что-то докручивать при помощи этих эффектов. Я делаю так, что у меня воспроизведение идет лупированное, и при этом я пытаюсь нажимать на те самые диезы либо бемоли, а именно эффекты. И получается довольно интересно. Давай пропишем что-нибудь, поэкспериментируем как раз. Важное примечание то, что эффекты у нас делаются в аркейде только на диезах либо бемолях, либо черной клавиши. После того, как мы с тобой закончили с аркейдом, мы приступаем с тобой к написанию кика. Опять же, в быстрой перемотке. После кика я подумал, что это будет мало, и я решил взять чуть-чуть другой сэмпл, и сейчас мы его с тобой обработаем быстренько. Чуть вырежем, поставим по корневой нотке, и все будет окей с ним. Отлично, мы с тобой нашли нашу корневую нотку, но все в совокупе, когда звучит сэмпл, мне не очень нравится. Мне нравится именно начало сэмпла, именно поэтому мы с тобой его вырежем и сделаем чуть иначе, нежели задумывали изначально. На этот небольшой отрывочек мы с тобой накинем РК с вот таким вот пресетиком и добавим еще спейса небольшого. Но главное, чтобы он еще бил чуть-чуть в стерео. Ну и каким же был дрил бы без того самого эффекта стрельбы? Конечно же, мы его закинем сейчас и будем с тобой прописывать. В принципе, он довольно легко прописывается, можно даже дилеем это все сделать. Но я пропишу вручную. Также я нашел довольно успешный FX, в котором есть атака, и мы ее подрежем с тобой при помощи, конечно же, автоматизации на громкость. Как делается? Все очень просто. Ходишь в микшер, делаешь Cremate Automatization Clip и делаешь вот такой вот блочочек. Вследствие чего мы с тобой делаем небольшой бугорочек. Все, отлично. Поменяю на самом деле я звуки выстрелов, что-то мне предыдущий не очень нравится, так что я просто перепишу наш парт. А теперь я хотел бы представить тебе нашу финальную версию офигенного, просто бомбического дрилл-бита. Приятного прослушивания. Ну а я крайне рад, что ты выдержал такой контент. Спасибо огромное, что ты досмотрел до этого моментика. И теперь я хотел бы посвятить то время, которое я не уделил вообще из ролика ничего, а это именно розыгрыш. Смотри, этот проект ты можешь получить прям сразу после выхода ролика, а то ли и ранее, в зависимости как выложу. Для FL-овцев в Ziploop Package, то бишь, он может лицезреть всю картину маслом, так сказать. Но и также я не забываю про наших братьев меньших, Ableton, конечно же, и любые другие DAW. Вам, ребятки, я скину это все в трекауте. Если что, все скрины, где что накидано, к примеру, микшер. Мы можем, кстати, еще и разобрать микшер, что здесь вообще есть. На самом деле обработок здесь очень мало, буквально совсем. То бишь мы видим с тобой мастер-канал Pro R-ка, вот такие вот параметры, лимитер обычный, ничего не крутили. После чего гитарка Q3, вот такие вот параметры, 72 Гц, 209, half time, вот такое вот значение, Crystallizer, detuning delay. Опять же, Pro R у нас, Default Settings с вот такими вот настроечками и Imager. Буквально это все настройки, что здесь на самом деле есть. Что-то здесь эхобой еще есть, это воксы.
Эхо Бой, Эхо Flex, Valhalla, Mix 39, больше ничего не делалось, и Little After Boy. Пресет 11, Роботик. После чего у нас Valhalla практически то же самое же будет РК. РК у нас на Space, у нас винил 3, вот такие вот значения. Давай послушаем. То бишь, это вот эта вот штучечка. Вот она, Space. А дальше, здесь есть Valhalla. Но опять же, Reverb. Все довольно очень легко. Если что, я все равно прикреплю скрины к каждому из звуков. Просто для Ableton объясню. Смотри, вот у тебя, например, есть название Space, да? Вот у нее 14 канал. Они у меня все разделены по строчкам. То бишь, один звук, одна строчка. Понимаешь? Это автоматизация. То бишь, вот этот звук, на нее автоматизация. Делаем групповой канал. Оп, отлично. Про Эрка, вот эта автоматизация у нас на мастере. Хорус, это у нас на бас, как ты понимаешь. Это у нас бас, это у нас автоматизация на бас, хорус. Ну и в принципе больше здесь ничего не поменяется. И вот здесь как раз ты на микшере. Микшер в Ableton у тебя вот здесь, вот как я помню. И вот какие у нас с тобой есть названия. Так можешь и лицезреть, что у нас здесь есть. И сразу же скажу, этот розыгрыш продлится довольно долго, до 500 подписчиков. Как только будет 500 подписчиков на новом канале, я разыгрываю первое 500 рублей победителю, который сделает просто офигенный проект, офигенный дрил из вот этого. Плюс к этому он получает еще мой драмкит, в котором содержится довольно много звуков. И я работал над ним очень-очень долго. Второе место получит 100 рублей и драмкит, и третье место получит просто мой драмкит. Я думаю, что в принципе это неплохо, соревнования, состязания, это довольно круто, довольно интересно, и не забудь, конечно же, поучаствовать в этом во всем. Полную информацию о розыгрыше ты можешь читать в статье, я ее скоро буду начинать уже писать, ну а я вас всех, конечно же, крепко обнял, буду ждать вашей работы, всех приподнял, и, кстати, запилим еще ролик про ваши проекты. И ты можешь как раз поучаствовать в создании ролика, просто сделай из этого в конфетку. Ну а я вас всех, конечно же, крепко обнял, всех приподнял, и до нового ролика. Тюец.